you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные внутриканальные наушники от компании Erisin стоимостью $109. И приходят они в небольшой по габаритам коробке с приятным оформлением, где тут на лицевой части есть логотип компании и указано название этой модели Beyond. Ну а здесь уже были указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в них отвечает один 10-мм динамический драйвер с композитной диафрагмой из LCP и один высокочастотный MEMS драйвер, но чувствительность составляет 105 дБ и они получили сопротивление 16 Ом. И сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники. Кабель с коннектором MID2 pin и балансным штекером на 4,4 мм джек. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников, карточка с Wi-Fi, инструкция по использованию и гарантийная карточка, ну и два набора силиконовых амбушюр. Эти наушники очень крупные, и они были выполнены из темной, но слегка прозрачной смолы с использованием дерева и круглых золотистых вставок с логотипом компании для лицевых панелей, благодаря чему выглядят вживую они прям реально привлекательно. Ну а здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом с ним имеется маркировка канала. А тут на задней части имеется единственное небольшое отверстие для компенсации, которое хорошо справляется со своей задачей. Но звуковод у них был выполнен из металла, он имеет длину около 5 мм, диаметр 6 мм, и он был прикрыт защитной металлической сеточкой и получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. Ну а несмотря на то, что эти наушники получились очень крупные по своим габаритам, впрочем, как и предыдущая модель компании UNC, но сидят они в ушах прям точно так же хорошо. То есть да, друзья, с посадкой тут полный порядок, поскольку их форма выполнена анатомически также правильно, и они обеспечивают надежную посадку и хорошую звукоизоляцию. Да и их кабель, как по мне, хорошего качества, и вы можете сразу использовать эти наушники именно с ним. Но вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Erisin Beyond. И первое, что мы здесь видим сразу, это очень небольшое усиление низких частот на 6 дБ с плавным и грамотно выполненным переходом к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено ровно на уровне моего таргета, из-за чего эти наушники при длительном прослушивании меня совершенно не утомляют. Но при этом они все же обладают достаточно насыщенной и в меру энергичной подачей вокала. А вот высокие частоты тут хоть и имеют некоторые провалы и далеко не самую ровную частотную характеристику, тем не менее на слух они звучат приятно и комфортно, без каких-то лишних акцентов, хотя и с не самой рекордной продолжительностью, поскольку они плавно затухают уже после 10 кГц, что в целом для этого бюджета как будто бы уже ожидаемо. Хотя я отмечу, что при использовании MEMS излучателя, наверное, мне все же бы хотелось видеть здесь немного другой результат. Но с другой стороны, это ведь все просто замеры. А ведь самое это главное, как все это будет ощущаться на практике. Ну и смотрите, друзья, первое, что я отметил для себя сразу, это довольно приятный и очень комфортный характер подачи. У этих наушников точно нету попытки впечатлить вас каким-то там чрезмерным количеством деталей или агрессивной, энергичной манерой звучания, а наоборот они словно сразу стараются увлечь вас своей естественностью, плавностью и цельностью подачи. И по басу могу сказать, что он здесь достаточно умеренный, но при этом совсем не скучный, поскольку есть хорошее присутствие саббаса, есть вполне уверенный панч и неплохая плотность самих ударов, поэтому музыка точно не кажется какой-то подсушенной или легковесной. Да, этот бас не стремится доминировать и не пытается как бы постоянно перетягивать внимание на себя, но при этом он всегда остается заметным и хорошо поддерживает общий ритм композиции. И это своего рода такой естественный
довольно текстурный, теплый, но в то же время достаточно энергичный и собранный бас, который уверенно чувствует себя в самых разных жанрах, будь то рок, металл, электроника или уже что-то более атмосферное и спокойное. А вот середина получилась очень теплой, плавной и естественной. Да, по уровню прозрачности я слышал наушники в этом бюджете куда интереснее, но в их случае это абсолютно нормально, поскольку здесь ставка была сделана на совсем другое, а именно на комфорт, музыкальность и натуральную передачу тембров. И за счет этого вокал воспринимается очень легко и совершенно не утомляет при длительном прослушивании. Мужские голоса звучат плотно, насыщенно и тембрально достоверно, но женские голоса подаются более так мягко, плавно и без какой-то там лишней резкости, что, как по мне, будет очень важно при прослушивании экстрим металла. И в результате такая получается в меру расслабленная и музыкальная подача, идеально подходящая тогда, когда вам хочется просто взять, включить любимый альбом, забыть про анализ деталей и просто начать наслаждаться музыкой. А вот высокие частоты тут стали для меня прям небольшим сюрпризом, потому что несмотря на использование MEMS драйвера, компания явно пошла по пути комфорта, а не максимальной техничности и аналитики. Поэтому, ребята, здесь не стоит ждать какой-то там ослепительной воздушности, сверхдетальности или яркого добавленного сюда блеска, а наоборот высокие частоты звучат тут в меру сдержанно, тепло и аккуратно. При этом их вполне достаточно для передачи основных каких-то нюансов и сохранения общей целостности звучания. Поэтому если вы ищете максимально такой открытый и аналитичный верхний диапазон, то это все же немного другая история. Зато такой подход отлично вписывается в общий характер этой модели и делает прослушивание действительно комфортным. Ну а что касается сцены, то она здесь получилась такая скорее слегка интимная и немного приближенная. При этом глубина ощущается довольно уверенно, благодаря чему музыка не сваливается в одну кучу и сохраняет нормальное ощущение объема. Да, ширина здесь безусловно будет не самая рекордная, но пространство воспринимается естественно и вполне убедительно, как для этого бюджета, благодаря чему инструменты тут, так скажем, не толкаются между собой, а сама сцена не вызывает у вас какого-то ощущения зажатости или скованности, несмотря на теплый и слегка притемненный характер подачи этой модели, что несомненно хороший показатель. Ну и в итоге я пришел к тому, что Erisin Bayong это точно наушники не для охоты за микродеталями и не для бесконечного анализа записей, поскольку их сильная сторона кроется совсем в другом, а именно в комфортной, теплой и музыкальной подаче с приятными тембрами, аккуратным верхом и хорошей целостностью всего звучания. И это именно тот случай, когда берешь наушники не для того, чтобы начать искать какие-то там недостатки в треке, а просто для того, чтобы расслабиться и получать удовольствие от любимой музыки. Ну, в общем, как-то так. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.